меня сегодня швидание. Швидание с девушкой. Немного у меня швиданий с девушкой, потому что. Ох, какая мадемуазель. Алиса прямо. Привет. Привет. Привет, заходи. Я обратил внимание на твой цвет волос. Ну, Шикарный цвет волос. Я Женя. Женя. Настя, очень приятно. Очень приятно. Да. Хорошо выглядишь. Спасибо. Ну, тебя... Цвет волос огонь просто. Да, я стараюсь. Мама говорила, что когда я родился, у меня был такой же цвет волос. Я рыжий родился, и у меня был вот такой же цвет волос. Да, прям красно-рыжий родился. Ну, понятно. Ну, нет, у меня, конечно, не такой свой натуральный цвет, но я стараюсь. Я слежу за собой. Вот. А ты чем занимаешься? А я вот хожу на свидания с девушками, пытаюсь найти себе вторую половину. Таксопарк Такси Хайп лучший во всем. Очень крутая служба поддержки, моментальные выплаты и невероятные заработки. Нас уже больше 1000 в команде. Приходи, и будет тебе счастье. Ты часто ходишь на свидания? Ну, когда меня, так скажем, когда я не обременен какой-то другой работой, и когда меня отпускает мама, я... Отпускает мама? Ну да, если у нее нет каких-то поручений для меня или каких-то там каких-то дел. Ну, потому что мама уже в возрасте, да, и мне нужно помогать ей. Это же правильно помогать родителям. Она типа в этом же городе живет вместе с тобой? Она живет в этом же городе вместе со мной, да. Что, много поручений каких-то возникает? Ну, возникает периодически, конечно, потому что сейчас... посмотри, сейчас зима, очень скользко на улице. И нужно что-то, может быть, купить, куда-то отвезти. В смысле, ты к ней приезжаешь, чтобы привезти продукты? Да нет, мы живем вместе. В смысле, живете вместе? Ты сейчас пошутила, да? В смысле, мы с мамой живем в одном доме. Ну, в одной квартире. В одной квартире? Да. Мы с мамой живем в одной квартире. Что? Ну, это странно. Почему? Вы там хотя бы в разных комнатах живете, я не знаю. Сколько у тебя комнат, квартира? Вообще у меня однокомнатная квартира. Однокомнатная. И вы живете с мамой в однокомнатной квартире, в одной комнате? Ну, мы живем в однокомнатной квартире, но мама живет в комнате, а я живу на кухне. На кухне? На кухне. На плите? Нет, почему на плите? У меня там уголок раскладывается. Ну классно. А почему ты живешь с мамой, строишь дом свой, там, не знаю, еще что-то? Да нет, почему живу? Ну, потому что так менее затратно. Ну, не надо снимать квартиру и... То есть ты экономишь? Я экономлю, да. Я экономлю для того, чтобы, да, вкладывать деньги в какие-то, может быть, более интересные вещи, нежели съем квартиры. Понимаешь, у нас очень много людей тратят деньги на внешние атрибуты, которые по итогу ни к чему не нужны. Вот эти все айфоны, снятие жилья, покупки какие-то, ипотеки, вот эти все истории, походы в какие-то нереальные рестораны, после которых там от этих устриц будет изжога или понос, не дай бог, поэтому... Ничего себе. То есть, тебе не 20 лет, я так понимаю, мне правильно? 42 будет. И ты живешь с мамой? Да. Ну, ты же понимаешь, что это же вопрос личного комфорта. То есть, я понимаю, если ты студент, и у тебя нет денег для того, чтобы снимать квартиру, и ты, да, тогда можешь там жить с мамой, это удобненько, да. И все такое, там она и тебе и приготовит, и полы помоет, все приберет. То есть, тогда в таком случае, зачем тебе женщина? Ну, как зачем? Для совместных, для построения семьи. Чтобы вместе с мамой лепили котлетки на кухне. Да нет, почему? Здесь же, ты понимаешь, если я найду ту женщину, которая заменит мне маму,
то я, конечно же, обязательно сниму нам или куплю, или сниму нам жилье. А если я не найду такую женщину, то зачем мне одному гонять клопов по квартире по пустой, если я у меня отличная мама, мы отлично слушай, вместе одному живем. жить это особый кайф, то есть ты свободен делать что-то, не знаю, как бы... Да я и так свободен делать что-то. Я просто помогаю маме по мере возможности, но я и так свободен. Вот То видишь, есть я ты с тобой прям очень сейчас... сильно к маме привязан, получается. Да нет, почему? Я не сильно привязан к маме, но... Ну, ей же кто-то должен помогать, я у нее один. Я ей должен помогать, правильно? Вот найду себе женщину, буду делить время пополам. Половину времени буду уделять маме. А ты уверен, что тебе нужна женщина вообще в принципе? Ну, то есть сможешь ли ты ее потянуть, раз ты говоришь, я экономлю, я там не Ты имеешь в виду хожу... по деньгам? Ну да. Ну, то есть, как бы, Не, ну, слушай, женщина очень много требует себя вложений. А я слышал, что как раз от друзей, от знакомых, что это все стереотипы, что женщина требует много денег. На самом деле она не требует много денег. Ну, то как есть- нормальная женщина, она, как бы, ее надо обеспечивать. Да, Понятное дело. перестань ты, это все ерунда. Ну сколько? 20-15 тысяч в месяц какие на нее хватит. 15 тысяч? Ты что, издеваешься, что ли? Ну а что? Ну, это в смысле не знаю. Ну я хожу в магазины, Так. в Дикси, в Пятерочку, в Магнит. Дикси. Да. И вот в Магните цены вполне себе, я так примерно прикидываю, что я могу что ты можешь там покупать? потянуть, то есть я тебе могу так сказать, что То есть вкус, вилазбука я в месяц... вкуса, это не твои Что? магазины, да? Какие? Вкус, вилазбука вкуса, нет? А что это за магазин? Ну, ты не был там. Ну, Нет. то есть, ты не знаешь, что, как бы, хлеб может быть вкусным, да? Ну, то есть, не просто какая-то... В Магните отличный мякиш вкусный хлеб, если такой. его купить типа более-менее свежим, а не к концу срока. К концу срока он, конечно, не очень. Ну да, хлеб за 20 рублей, это твоя тема, да? Вот это вот, не знаю, Ну а суповые что? наборы, вот это... Не, какие суповые наборы? Хлеб за 20 рублей, да. А что, бывает хлеб какой-то не за 20 рублей, а за бывает сколько? хлеб за 1000 рублей, он действительно классный, он очень вкусный, да, он насыщенный, приготовленный из натуральных Ну хорошо, продуктов. я тебе на 20 тысяч могу купить 20 буханок хлеба за 1000 рублей Ну в и месяц. что? Хватит тебе? Ну, то есть ты собираешься женщину кормить просто хлебом, и все, да? Ну, то есть, ты же А что понимаешь, еще-то нужно женщине? ты же Что понимаешь, еще? что женщине надо, во-первых, Ну она что? много тратит на свою красоту, Так. очень много. А во-вторых, на развлечения, на какие-то выходы. Так, Настенька, хорошо. А вопрос такой, а ты что, работать не собираешься, что ли? Нет, конечно. Женщина не должна работать. А, да? Конечно, нет. Нет, У неё... Ну, то есть, женщина, я считаю, что Ага. женщина это хранительница очага, естественно. Так. Вот. И женщина, когда выходит на работу, она обретает мужскую больше такую силу. То есть, если она работает, зачем ей мужчина? То есть я просто думал, тебе 15-20 тысяч на тебя тратить при условии, что ты будешь зарабатывать 50 хотя бы. Ну, нет, женщина... Лучше, конечно, даже 100 тысяч. 100, чтобы женщина зарабатывала. Ну да. А ты бы, чтобы... Чтобы не зарабатывала. Нет, почему? Я тоже буду Тоже работать. Ну, за конечно, 50 тысяч. мы много будем работать вместе, и там, соответственно, уже... Ну, и как лошади, да, вот это ломовые, в прядку, короче. Так. Связались и поскакали, я да? понял. То есть из Телегу нас понесли. двоих я должен как лошадь. Ну, конечно. Я понял. А я сначала не понял, а сейчас как понял. Слушай, о чем мы все об этом? Да, об этом, знаешь, может, мы куда-то есть предложение. Вот. Знаешь, в Макдональдсе я вчера был уже. Вот. Я сегодня что-то не особо хочу. Но у меня есть предложение такое. У меня... KFC? Да не. Поехали ко мне. К Вот, тебе? да. Мама сейчас как раз сериал турецкий смотрит. Вот, она нам не помешает. А мы с тобой... Вот я так вот сварю по своему фирменному рецепту пельмени. Очень Из крутые. мраморной говядины, наверное, да? Нет? А что такое мраморная говядина? Она с камнями из мрамора? Да, из мрамора, да. Из мрамора? Ну, это какая-то Представляете, шутка, наверное, я понял. Нет, действительно. Есть такая мраморная Есть говядина? мраморная говядина, да. И хороший стейк делается именно из мраморной говядины. Я ж не на стейк тебя зову, ты не поняла. Я на пельмени говорю. На Надо пельмени. пельмени. Да, надо, соответственно,
мы с тобой поедим. У меня есть фирменный рецепт просто поварки. Я туда еще яичко разбиваю вот так вот вам в бульон. То есть ты, и получается, то есть ты как вкусно. бы, как бы знакомишься с девушками и сразу их домой ведешь? Да нет, я просто предложил. Я же тебе говорю, у меня была мысль в Макдональдс. Но я вчера ходил в Макдональдс, и сегодня думаю, что, хватит, что не каждый же день ходить в Макдональдс. То есть я тебя нормальные зову места, типа там, не знаю, на парах, допустим, вкусный очень ресторан. Не знаю, в какие-то дорогие места, где там, не знаю, устрицы. Так а зачем? Я же тебе говорю, от этих устриц будет изжогой понос. Зачем она нужна? Тратить на это деньги. Не понимаю. Ну это очень странно, типа, что приди, давай пожрем пельмени на первом свидании. Это странно. Ну, то есть, я считаю, что мужчина должен показать себя, в плане того, как он может, что он может дать женщине, пельмени с мамой. Ты еще скажи, давай мы сейчас возьмем, фарш, сделаем тесто и постряпаем сами, да? Пельмени. Слушай, вот ты опять же делаешь вот акцент на маму. У меня мама очень хороший человек, я могу сказать. Да я не спорю. То есть и, возможно, вы найдете общий язык, если, правда, не очень интересная серия по сериале идет, потому что ее так очень будет тяжело отвлечь. Нет, понятно, но просто, понимаешь, человек должен, взрослый человек должен перерезать пуповину с мамой и уже отдельно жить и, самореализовываться в этом мире без мамы. Да кому он должен-то? Кому? Мне это для здоровой психики, так скажем, полезно. Не знаю. Тебе просто так комфортно. Погоди секундочку. Получается. Извини, пожалуйста. Алло. Да, здорово. Привет. Как дела-то? Я на свидании, поздравь меня с девушкой. Поздравляю, да. Спасибо. Я тебе по делу, тут есть тебе минутка? Есть у нас минутка, можно я говорю? Есть минутка, есть. Да, по поводу биткоина. Ты не хочешь прикупить биткоин? По чем? А какой курс сейчас? Сейчас припал 41 500 баксов, ничего себе. долларов. Да, я купил пару штучек. Ты-то как? Слушай, давай, это единственное, что... Я тебе советую, потому что сейчас ситуация такая, что через полгода изменится, он вверх пойдет. Подзаработаешь нормально. Слушай, я понял. Мне сейчас, я тут на свидании, как я тебе сказал, ты можешь со своего кошелька оплатить, а я тебе переведу потом 82 тысячи долларов. Да. Хорошо? Короче, со своего кошелька оплати, забери, да. Хорошо, а я тебе переведу потом деньги, хорошо? Ладно, все, чтобы я не отвлекался. Да. Все, на связи будем. Давай. Все, давай. Спасибо. Вот. А ты что, вкладываешь в биткоин, да? Да. Просто ты не дала мне договорить, я не успел. Да, я криптоинвестор. Я покупаю, помимо биткоинов, и другие криптовалюты. И сейчас у меня 8 биткоинов, и я как раз с товарищем, мы в одной тематике, и я его попросил, когда он отследит низкий курс, когда уже можно будет заходить, потому что он упал, был 60 тысяч, упал до 40, вот видишь, одной. И вот сейчас, говорит, самое время заходить, потому что он пойдет опять в рост. И я решил, как ты слышала, 2 биткоина еще купить. То есть ты часто, да, вот такие операции? Часто, каждый день. Так я же тебе говорю, для меня просто мне не нужен офис, мне не нужна квартира, да, чтобы я выходил там, постав 200 метров гулял с чашкой кофе там, и меня радовало душу, и платил за это там 300 тысяч рублей в центре города. Зачем, когда я могу эти бабки вкладывать для того, чтобы через несколько лет чувствовать себя настолько комфортно, что не просто снимать эту квартиру, а просто купить себе дом прямо в центре вот такой вот и не париться. То есть ты типа сможешь себе позволить такое? Да я и сейчас могу себе позволить, но не вижу в этом необходимости, понимаешь? Вот какая история. Насколько люди, покупающие себе новые там айфоны за 150 тысяч рублей, должны в первую очередь оценивать... Это тяжело отпустить головой, чтобы не смотреть на этот телефон не как на понт, не как на то, что о тебе скажут, когда ты его достанешь там, или подумают окружающие, а для того, зачем он тебе. То есть, если у него есть функциональное назначение, тогда я могу понять, что да, он нужен, он необходим. Но если у него нет функционального назначения, лучше эти деньги вложить, инвестировать. Понимаешь? Что ты знаешь про инвестиции? Я на самом деле не особо во что-то вкладывала. Ты понимаешь, что это перспективное направление? Нет, я знаю, да, что это очень классная тема. Биткоины, особенно сейчас они прям хорошо так растут. И я думаю, что в дальнейшем они тоже будут, в принципе,
Хорошо, так давай тогда, может, вернемся к нашей полемике по поводу поездки ко мне домой и пельмешек. Ты как все-таки? Давай, скажи мне уже, наконец, что ты решила. Ну, слушай, я думаю, что, в принципе, можно там пельмени по-домашнему посидеть, пообщаться, больше друг друга узнать. Вот. Прекрасно. С мамой с твоей познакомлюсь сразу. Посмотрю, что за человек. Поспрашиваю тебя о тебе. Хорошо. Единственное, что, знаешь, вот у меня к тебе просьба будет. Я просто с собой кошелек не взял. И вот и карточек у меня с собой нету. Вот здесь вот 5, вот здесь. Можешь пельмени купить нам с собой и сметаны? Ну и хлеба тогда уже заодно. Ну а как бы, типа там на телефоне Google Pay? Не, у меня такого нет. Ты не У меня есть криптокошелек, да, и наличные там, и карточка, но я их дома забыл. То есть, Купишь типа, пельмени? я купи пельмени, ты мне потом переведешь или что вообще? Ну просто купи пельмени, что тебе 100 рублей жалко? Или сколько они там стоят? Ты просто не покупай из этой гранитной говядины, купи обычные. Ну да. Чего, купишь? Я здесь подожду тогда. Да, можешь не ждать, я думаю. Почему? Слушай, как бы у нас с тобой вообще диалог, мне кажется, Точно? не клеится, да. Ты не любишь пельмени? Я люблю пельмени, но я считаю, что я не должна покупать пельмени мужчине. Тем более, пельмени дома, что это за бред? Ты же не только мужчине, ты нам троим покупаешь, мне, Тем себе более, и маме. еще и маму твою кормить. То есть, типа, ты же понимаешь абсурдность всего происходящего вообще. Вот, понимаешь, вот у меня какая-то проблема. Я никто думаю, не хочет кормить мою маму. Я думаю, что у тебя проблема именно с этим. 3-е свидание и просто мимо все. Да, ну да. ладно, Все, всё. давай, Да, пока. Удачи тебе в поисках. Давай. Опять мама сегодня останется голодная. Извини, мама, я сделал все, что мог. Но понимаешь, все деньги в биткоинах. Все, абсолютно, до копейки. И ни одного свободного рубля нету. Поэтому просто... подожди еще чуть-чуть. Скоро все будет. А вы, пожалуйста, мне девушку на оценочку, ее рыжие волосы на оценочку, пожалуйста, мне дайте. И вообще... Как вот люди переобуваются, да, у нас? Как только запах зашуршит, бумажный денег, а может быть и электронный, криптовалютный, сразу люди понимают, что в этой мутной воде можно поймать вот такую рыбу! С Женьком это не прокатывает. Пишите оценочку от 0 до 10, а я пойду, не знаю, как-то что-то найти, какую-то еду для мамы. Пишите. Итак, мы вышли на улицу с одним единственным вопросом. Какой таксопарк в России вы считаете самым лучшим? Послушаем, что отвечали люди. Такси хайп. 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 Лучше. Ну что ж, все говорит само за себя. Звоните или пишите в WhatsApp, номер которого вы увидите в описании. Все очень просто. Подключайся в парк Такси Хайп, и будет тебе счастье, куча бабла и много-много позитива. Удачи! Thank you.